Всем привет, меня зовут Евгений. Сегодня у нас будет мега обзор новых LED ламп. Это новинка, таких я еще не видел. Да, я думаю, многие таких ламп еще не видели. Они называются кварцевые, уже такое им название придал народ. Ну, давайте посмотрим на них поближе. Начнем, видите, такая вот кучка. Все это надо сегодня затестировать. Я, первое, не буду тестировать это на улице. Второе, я не буду замерять мощность, потому что ламп очень много. Я буду тут сидеть до утра с этими лампочками. Мне это вообще не интересно. Потом выберем, может быть, какие-то хорошие экземпляры, и тогда будем уже с ними там возиться дальше. Вот одна из ламп. Она будет без упаковки, то есть меня попросили как бы не светить ее. В общем-то, кварцевое стекло, диод светит в него, и при помощи вот такой вот линзы, скажем так, свет будет рассеиваться на 360 градусов. Блочок, похожий на F3. Ну, в общем-то, основной смысл сегодняшнего видео — это затестировать вот эти вот лампы. Есть еще вот в таких упаковках. Есть циклон Type 35, меня попросил человек на ютубе. Там вообще вот такой вот тоненький штыречек. Затестируем параллельно еще новые разные другие лампы стандартного типа. Тоже вот такие вот лампы в таких упаковках. LED, Autolight, LED, короче, китайцы шлепают всякую херню, везде пишут LED Headlight, короче, пацаны, разбирайтесь сами с этими лампочками. Вот есть нормальная фирма, Novsight, будем тестировать Novsight. Ребята из Pro Auto LED там сильно их рекламировали, тестировали, ну посмотрим, что там они из себя представляют. И вот такие вот N26. Они светят в линзе, то есть это D1, вот обозначение, и D2. Ну, будем в D2 вставлять, в Halo 3 F1, вот AMS. Также вот N15 не сильно мощные лампы. Значит, цоколя у нас H4, H7, это у нас H7 N38. И здесь у нас N37, самые такие прям лютые лампочки. H4, D цоколь и H7 цоколь. Короче, до хрена всего. Будем сейчас тестировать, смотреть, что куда встает. Вот две фары под H4 приготовил. Линзы, значит, у нас F1 AMS под D2S цоколь. Это вроде бы, насколько я помню, с Mazda 5 менял линзы. Но это не точно, я уже забыл, с чего это линза под H7. Там отражатель более-менее живой. Ну, такой он блестит, но без особых пятен. И, как обычно, вот тестовая линза, которую я уже тестировал 100 раз. Это с Fusion, оригинальная линза под H11 цоколь. Ну, для начала, сейчас, как обычно, затестирую галогеночку Osram 64193. Начнем с H4 цоколя, ну и будем дальше там смотреть. Итак, первая фара у нас Hyundai Tucson, лампочка Osram 64193, выдает 2500 люксов максимум. Светит оно все вот так. Это для того, чтобы понять, какое светораспределение. Та же лампочка, фара Hella, стеклянная, рифленая, светит вот так. Люксметр показывает у нас максимум 1800 люксов. Потом будем сравнивать прибавку в стеклянной фаре и в обычной прозрачной. 1800 люксов. Я буду округлять, чтобы легче было считать. Итак, первая лампа в H4 цоколе. Это у нас Novsight N15. Вот такая вот упаковочка. 25 Вт ближний, 25 Вт дальний. Здесь
в отличие от всех или почти всех других ламп, вот N37 мощность не указана. Здесь указано. Значит, лампа у нас компактная. Я ее поставил на прогрев. Пускай прогревается. Сейчас мы ее рассмотрим. Пассивное охлаждение. Имеют CSP диоды. Никаких, естественно, тепловых трубок нет. То есть, ну, более бюджетная лампа. Что интересно в характеристиках. Заявка в характеристиках 100 тысяч часов. CSP диода IP68 от 9 до 32. Ближний дальний 25 Вт. По самой лампе, значит, пластиковый цоколь. Трещоточка современная, как на F3 лампах и многих-многих других. То есть пластиковая трещоточка. То есть лампа держится очень уверенно, крепко и так далее. Так, ну в принципе она поработала уже 1,5 минуты. Давайте посмотрим, как она у нас светит. Светит довольно неплохо. На камере кажется, что светит она гораздо ярче. Сейчас я попробую сделать так, чтобы было видно, как она светит на самом деле. Ну, что-то типа того. То есть вот так вот оно светит. Так, это у меня тут автоматическая экспозиция. Это. Во. То есть светит вот так. Давайте померяем, сколько люксов выдает данная лампа. Выдает она 2200-100 люксов где-то. А было, но прошло. Было 1800. Хелловская фара. Так, давайте теперь ее вставим. Давайте на ближний посмотрим. Так, а теперь на дальний. Ну, дальний по ощущениям чуть-чуть ярче. В принципе, светит неплохо. СТГ более-менее. То есть уже я сравнивал СТГ в других. Ну, как бы большой тест был, и пропорционально все возрастает. То есть засветы растут пропорционально с мощностью ламп. Прям вот четко. Чем слабее, тем больше засвета. То есть лампу на 50 Вт ставишь, дикие засветы, хотя вроде бы светотеневая неплохая. То есть максимум в рефлектор это вот 25 Вт, это потолок. То есть и почему Osram там или Philips делают Narvo LED, у них там мощность всего лишь 18 Вт. Это делается для того, чтобы были минимальные засветы. Они могут сделать хоть 100 ваттную лампочку, я так думаю. Но просто что это будет сварка встречным водителем. Так, вставляем N15 лампу навсайд в фару Tucson. Фара Tucson. Лампа H4 навсайд N15. Вставил ту же самую лампу, которая только что была в фаре Hella. Пальцы чуть себе не обжег. Так. Значит, у нас галогенка выдавала 2,5. Соответственно, светит также 2,5. То есть по факту прибавки никакой нет. А то и после прогрева освещенность упадет. То есть эти лампы просто как бы сделаны для долгого срока эксплуатации. Ну, время покажет, как бы, если их кто там будет ставить себе. И видите, падает освещенность. Пассивный радиатор. Это я крышкой не накрывал. И в гараже 20 градусов. А летом при плюс 35
будет, я думаю, меньше. То есть это просто лампы, кому надо просто белый свет. То есть прибавки как таковой вы не получите на них. И засветы, кстати, визуально чуть-чуть даже больше. Переходим к N37. Лампочка у нас в такой коробке идет. Хомутики, инструкция. Давайте посмотрим на лампу поближе, пока она прогревается, вторая. Довольно массивный. Здесь идет драйвер, блочок, скажем так, для улучшенного охлаждения, скажем так. Мощный кулер, то есть все выполнено максимально мощно, по крайней мере так выглядит. Нету никакой трещотки, то есть плавная регулировка фокуса. Две тепловые трубочки здесь видны. Ну, в принципе, и все, что я могу сказать визуально про эту лампу. Давайте посмотрим, что тут пишут в инструкции. В инструкции пишут 9,32 вольта, IP68. Как я посмотрел, там обзорчики, Novsight делает свои чипы какие-то. Видите, Light Source Model, указано просто какие-то автомобильные чипы, и все. 6500 кельвинов. И тоже заявляют больше 100 тысяч часов. Несмотря на то, что лампа очень мощная. Почему я так решил? Потому что она действительно очень сильно светит. Ну и, кстати, засветки более-менее, ну, они есть. Все так же, в принципе, пропорционально. То есть, чем больше яркость, тем больше засветки. То есть, очень удобно крутить фокус. То есть, можно настроить более-менее прям, если надо обочину, больше обочину, если надо встречку, больше встречку настроили, короче, кому как нравится, но должно быть правильно. То есть примерно вот так вот, более-менее ровная вот светотеневая граница. То есть слева от центра должно быть максимально, минимально, вернее, размыто. То есть, ну, где-то что-то типа как-то вот так вот, наверное. Давайте посмотрим, сколько люксов выдает данная лампа. Выдает она 6300. Я уже не помню, сколько там выдавал Infolight или другие лампы. Есть у меня отдельный плейлист по H4 лампам. Можете посмотреть. Там есть замеры засветок галогена. То есть можете сравнить потом. 6300 люксов, грубо говоря. 6600 даже вот здесь где-то в одном месте. Ну, грубо говоря, 6500 люксов у нас стабильно ближний свет. Давайте посмотрим на дальний. Дальний тоже очень хороший. Ну, смысла мерить я его не вижу. Он, по крайней мере, визуально не хуже, чем ближний. Даже лучше. Так, переходим к туксоновской фаре. Итак, Novsight N37, 6500 кельвинов, фара Hyundai Tucson. Выглядит это примерно вот так. Ну, визуально, глазами ощущается, ну, такие приличные засветы. Эта фара лучше светит, чем Hella стеклянная. Давайте посмотрим, сколько люксов она выдает. Опять же, это одна и та же лампа, что в первом тесте и во втором. Лампа уже прогретая. Вот она выдает 8200-300 люксов. Это при изначальных 2,5. То есть больше, чем в 3 раза увеличилась освещенность.
8000. 8200. Дальний свет. Дальний тоже достаточно мощный. Какой вывод можно сделать из этого? Мощные лампы. Я думаю, она ватт 60 точно там есть, 50. Они, мощные лампы, нельзя использовать в рефлекторе. Все, забудьте. То есть засветы беспощадные. Вот такие лампы только в линзе. Чуть не забыл. Еще у меня есть две лампы в H4 цоколе. Это вот эта вот серая коробочка с вот такими вот лампами без инструкции. Внутри нет тепловых трубок. Ну, по всей видимости. Идет медная пластина. Алюминиевый цоколь. Весьма массивный кулер такой. То есть сама лампа тяжелая. И внешний драйвер тоже достаточно массивный. Ну, судя по размерам, в районе 45-50 ватт тоже. И идут вот в таких еще одни лампы. Тоже LED headlight. И там headlight. То есть, что это за фирма, непонятно. Вот такие вот лампы. Без внешнего драйвера. Тоже алюминиевый цоколь. Тоже идет пластина. Повороты у нас, значит... Сейчас покажу. Здесь у нас два положения. Ну, как бы вставляется. И можно настроить в каком надо. То есть посередине. То есть при помощи резинового колечка. То есть тут можно с фокусом довольно плавно поиграться, скажем так. На этой лампе, которая более мощная, у нее тоже как бы вот есть вход. Ну, она вот фиксируется четко по центру. То есть у нее положение вот такое вот рабочее, как бы два положения есть. Сейчас мы их по шурику затестируем. По лампе, которая в синей коробке, здесь есть инструкция. Написано от 11 до 30 вольт, какой-то флип-чип и больше 50 тысяч часов. То есть, ну, сейчас будем тестировать, смотреть, как они светят. Так, ставил первую лампу из синей коробочки. Вот это вот без внешнего драйвера. Внимательно на нее можете посмотреть. Тут написано CAN BUS. Вставил фару сначала от грузовика Hella. Но здесь какое-то странное пятно. Ну, судя по качеству самой лампы, она не с самого высокого качества. То есть вот я пытаюсь настроить фокусировку, но, как видите, что-то у нас пошло не так. Ну, вот это вот максимум какой-то. Какие-то засветки справа. Сейчас замеряем ее люксметром. Судя по видео, можем где-то здесь мерить максимум. Ну, прибавка есть. Гораздо лучше, чем у N15 Novsaya. И в принципе она находится в том месте, где надо. Сейчас подождем минутку, 3400. Сейчас подожду минуту, посмотрим, что она после прогрева покажет. Так, подождал минуту. Ну, в принципе, не сильно просело. Было 3400, стало 3300. То есть, ну, там действительно довольно мощный радиатор и кулер вменяемый. В принципе, неплохо. Нет внешнего драйвера, значит, драйвер внутри самой лампы. В общем, 3300 люксов показала данная лампа. Сейчас запишу в блокнот, переставляем ее в фару от Tucson. Итак, чудо-лампочка в фаре от Tucson светит примерно вот так.
Засветы, конечно, довольно сильные. Я постарался максимально выставить светотеневую границу. Ну, если вот покрутить, допустим, то что-то типа такое получается. Ну, то есть это неправильно. То есть должно быть как-то более горизонтально. Давайте померяем, сколько люксов она выдает. Галоген выдавал у нас 2,5. Здесь вот 2,800. Почему-то в фаре от Tucson прибавка меньше. Ну, ее практически нету, если так разобраться. 2,5 было, 2,800 стало, и куча засветок появилась. Лампа, скажем прямо, не фонтан. Ну, дальний свет на всякий случай. Ну, более-менее дальний свет неплохо. Такое сконцентрированное горячее пятно по центру. Итак, вставил лампочки, называется Q7H4. Это вот эта вот серая упаковочка. Вот такие вот лампы. Никакой инструкции нету, что там за диоды, непонятно. Она уже минут 15 работает. Я там с человеком по телефону общался. Поэтому она уже прогрелась 100%. Светотеневая граница такая сильно размазанная. Очень. Поэтому слепить будет жестко. Ну вот, после прогрева, до прогрева она около 8 выдавала. Ну там 8 ровно почти. Вот видите, 7000. Ну то есть где-то в 3 раза ярче, чем галогеночка. Дальний свет. Видите, оно все под нос светит. Как такового дальнего света нету. То есть светотеневая граница, а горячее пятно, оно ниже центра. Вот прицел, и весь свет в землю светит. Фокусировка не очень. Так, переходим к следующим лампам. Итак, в седьмую линзу буду вставлять вот такую вот лампу. Это у нас Philips. Галоген светит вот так. Это для того, чтобы было понятно, во сколько раз LED в линзе даст прибавку. Где-то вот 1500 люксов. — 1450 люксов выдает у нас Philips. Сейчас вставляем по очереди все лампы, прогреваем и будем смотреть. Так, приступим к тесту H7 ламп в линзах. Первая лампа у нас будет называться вот Q7H7. Вот такой вот серой коробочке. В упаковке у нас только лампы. Одна вот прогревается. Лампа выглядит вот так. Медная пластина. Защелка, фиксатор на шариках. То есть плавно не удастся отрегулировать. Кулер среднего размера где-то. Имеется внешний драйвер тоже достаточно большой. По мощности напоминает F3, те же декеры. Ну, то есть по размеру, вернее, не по мощности. Ну, в принципе, лампа неплохая. Ничего не телепается, ничего не болтается. Довольно-таки разветвленный радиатор. Так, ну давайте замерим данную лампу. Она уже пару минут поработала. Пока делал обзор, приболел немножко. Вот, смотрите, черное пятно небольшое есть. Вот в этой части, видите, такое темненькое. А так в целом более-менее светит неплохо. Синева небольшая по светотеневой границе по обочине. И неплохое горячее пятно, как по мне. То есть сфокусировано неплохо. То есть лампа действительно вроде неплохо светит. Давайте посмотрим люксметром
Да, вот она выдает 2700. Это то, что на первый взгляд. Да, 2700 люксов выдает данная лампа в данной линзе. Изначально было 1500. Ну, то есть, можно сказать, прибавка получилась почти в 2 раза. При этом неплохое цветораспределение, скажем так. Ну, переходим к следующей лампе. По предыдущей лампе еще хочу сказать, нагрелась очень сильно. Пока вытягивал, чуть пальцы не опалил. Переходим к следующей лампе. Это у нас Novsai N38. В комплекте идут у нас перчатки и инструкция. В инструкции ничего про тип диодов не написано. Все остальное вы и так видите. Сама лампа по себе с внешним драйвером. Похож драйвер на F3. Вот такие вот там диодики. Тонкая медная пластина. Металлический цоколь. На резиночках у нас фиксатор. Ну, положение лампы. Кулер не сильно большой. То есть все указывает на то, что лампа не сильно мощная, скажем так. Так, ну вот минуту поработала данная лампа. Давайте посмотрим, как она светит на стенке. Сразу могу сказать, цветораспределение очень неплохое. Тоже равномерное. Пятен, но там внизу по центру практически нет. И что самое интересное, нету практически синевы в светотеневой границе. То есть свет очень ровный. Давайте посмотрим, сколько люксов выдает данная лампа. Ну, светит она чуть-чуть попроще, конечно, чем предыдущий образец. То есть около 2000. Так, давайте попробуем еще поиграться с фокусировочкой. Сейчас, секунду, я на паузу поставлю. Так, немножко поправил фокус. Дело в том, что я сейчас эту лампу снимаю уже со второго дубля. И в предыдущем дубле было 2200. Так, 2000 люксов. 200 пускай будет. То есть, ну, действительно, лампа не сильно мощная. Было 1,5 на галогене. Сейчас вот около 2. То есть прибавка совсем небольшая. То есть где-то на 50-40%. Переходим к следующей лампе. Итак, следующий представитель у нас это самый мощный Novsai, который у меня сейчас есть. Это N37 в H7 цоколе. В комплекте идут стяжечки, перчаточки, инструкция. Давайте посмотрим, что там есть. То же самое все написано. И ничего не понятно насчет светодиодов, какие там установлены. Ну, насколько я понял, там используются, ну, по другим обзорам я смотрел, используются свои диоды какие-то. Огромный драйвер, достаточно большой. Вот у меня ладонь. То есть он, ну, такой массивный. Не в каждую фару влезет. И по установке немножко пришлось распилить внутреннюю часть. Но дело в том, что вот это вот цоколь, он на лапках к отражателю загнутых, как бы завальцованный. И вот эти вот лапки мешали вставлять лампу. То есть там, где будет литой отражатель, скорее всего, будет все нормально. Лампа имеет достаточно большой кулер, разветвленную систему охлаждения. Вот такие вот тут диоды у нас. Металлический цоколь. Держится на 3 силиконовых колечках.
То есть, ну, достаточно крепко и надежно. Давайте посмотрим, как оно светит. Сейчас я возьму люксметр сначала. Так, ну светит оно неплохо. Пятнышко вот такое вот идет перед машиной. Но оно тоже снизу как бы не критично. Главное, чтобы не было вот здесь где-то. Потому что это уже будет сильно пятно на дороге. Ярко выраженное горячее пятно. Светотеневая граница немножечко. Вот здесь вот синева есть. Лампу в принципе выставил. Давайте посмотрим люксметром, сколько она выдает. Уже она 2 минуты работает. Ну, видите, прибавка больше, чем в 2 раза. Так, ну я думаю, можно записать 3500 люксов. Я думаю, после прогрева оно ниже 3000 точно не опустится. Ну, это если долго ждать. Как и все лампы, я меряю вот 2-3 минуты. В принципе, это будет достаточно понять, насколько она яркая или не яркая. Так, переходим к следующей лампе. Итак, следующий секретный образец. Это новые нанотехнологии у нас. Кварцевая лампа. Почему кварцевая? Ну, наверное, она кварцевая, потому что на коробке у Циклона написано кварцевая. Будем их называть кварцевыми. Ну, это не я придумал, их так уже и называют, в принципе. Диод светит снизу, попадает в этот светопровод, линзу, и оно рассеивает на 360 градусов. Вчера у меня был Vito 638 со стеклянными фарами, рефлекторной оптикой. У меня лампы есть эти H1, которые я отложил в сторону. Но сейчас в тесте попробуем еще их вставить в G5 линзы. Ну, в рефлекторной оптике оно очень плохо себя показало. Ну, то есть H1 лампа, вот взял Vito, вставил ближний свет. Отвратительно светит, 2 пятна каких-то там. Ну, то есть не светит оно. Это надо либо подбирать какую-то оптику под них. Но эти лампы спроектированы для линз. Поэтому в рефлектор они не подойдут. Вот у меня одна эта лампа. Это первый образец. Секретный, без коробки. Поэтому сейчас попробуем вставить ее в эту линзу. И посмотрим, как оно светит. Здесь у нас защелочка вот такая металлическая. То есть лампа вся металлическая. Давайте посмотреть, как оно светит. Итак, лампа установлена. По видео, может быть, это и не видно, но она светит тусклее. Но у нее плюс, у нее нет вот здесь темного пятна. То есть я для чего так сделал тест, чтобы вначале посмотрели, как светят обычные лампы. А теперь смотрим новые новинки 2021 года, китайские. Вот. Короче, давайте мерять. По светотеневой границе синева присутствует. Как лампу не крути, она будет все равно светить одинаково. То есть у нее нету никаких там сторон, скажем так. То есть ее можно вертеть на 360 градусов. Но у нее есть стопора единственная, ну, в данном случае, которые ограничивают ход. То есть, ну, в общем, давайте померяем, как это светит. Ну вот, нанотехнологии не оправдали себя в данном случае. Посмотрим, как, конечно, другие себя проявят. Может быть, сама лампа по себе слабая. То есть, ну, светораспределение неплохое. То есть, к земле свет идет. Но, видите, галогенка давала в пике здесь 1500 люксов. Давайте пробовать другую лампу. Следующая лампа. Вот опять у нас идет в серенькой коробочке. Называется, ну, это буква X. X1H7. Инструкции никакой нету. Упаковка у нас простая, скажем. Здесь идет не толстый совсем металлический цоколь. Там 3 уплотнительных колечка. Кулер среднего размера.
Ну, выглядит она похоже на секретную лампу. Давайте секретную лампу посмотрим, сравним. Потому что есть еще циклоновские лампы, там вообще такое, я вам как покажу, прикольнетесь. Так, короче, два таких сосочка у нас стеклянных. Здесь чуть-чуть пологий, здесь такой более острый треугольник. Ну, сейчас посмотрим, как у нас пологий проявит себя. Так, секретную откладываю в сторону. Здесь у нас идет такой внешний драйвер. Все, установил данную лампу. Я ее не прогреваю, потому что она светит вот так. Она светит вроде бы и неплохо, но очень тускло. То есть камера, видео это не передает вообще. То есть реально тускло светит. Синева, как ее ни крути, она вот такой вид и имеет. Смотрим. Напомню, данная линза на галогене выдавала 1500 люксов. Вот оно выдает ровно в 2 раза меньше. Не хочу занимать ни секунды вашего времени, поэтому переходим сразу к следующим лампам. Итак, линза Valio. Галогенка выдает 2300 люксов. Это я из прошлых видео информирую. Лампа у нас циклон Type 38. Обычная, скажем так, Cree диоды. Все остальные параметры у нас здесь. То есть 60 ватт заявляют. Достаточно мощная. И CAN bus у нас есть вот такой вот небольшой драйвер компактный. Кулер среднего размера. Внутри, конечно, сложно понять. Ну, радиатор такой достаточно разветвленный. Опять же, установка этой лампы у меня заняла некоторые трудности. В том плане, что надо вставлять вот эти лапки правильно, чтобы оказалось, вот, кстати, да, вот тепловые трубочки у нас здесь. То есть лампа показывает, что она действительно мощная. Проводом вниз, чтобы установить лампу, надо постараться, в общем. Когда мы установили лампу, то есть вот это вот цоколь, его надо до конца проворачивать, чтобы лампа не телепалась. То есть для этого надо проворачивать саму лампу и самой лампой довернуть этот цоколь, а потом уже лампу немножко назад. Так, смотрим, как это светит у нас. Как можем видеть, пятно есть черное, и оно достаточно большое. Ну, в принципе, это на всех лампах в этой линзе было подобное. Как оно будет светить в других линзах, сложно сказать. Давайте посмотрим люксметром, сколько она выдает. Я уже много ламп перетестировал. Смотрите другие видео про H11 цоколь, про Fusion. Ну, в общем-то, почти в 2 раза прибавка. Было 2300 на галогене, вот 4600. Я специально зашел, посмотрел свое видео, сколько я там мерил в прошлый раз. Ну да, вот 4600 выдает данная лампа в данной линзе. То есть классическая технология, скажем так, но достаточно мощная лампа. Так, следующий представитель новых разработок 2021 года. Это лампы Циклон Type 35. Кварцевые, 45 ватт, диоды Cree. Все остальное вы и так видите. Вот, смотрите, инноваційна кварцова лампа, реальный кут и вентилятор крутой. Так, в комплектации у нас идет отдельный цоколь, который надо отдельно вставить, потому что лампа без фиксации, и провернуть его самой лампой не удастся. То есть ключика в комплекте не было. Идет инструкция. Ну, в принципе, там и так все на коробке написано. Ну, здесь вот тоже 9-16 вольт, Cree
и так далее. Ну, собственно говоря, и сама лампа. Вот, ну, вот это стеклышко снимается. И, то есть сама лампа это просто вот тут кварцевый стержень. Очень аккуратно, потому что можно сломать очень легко. Кулер большого размера, да. Кулер это тема. 5500 кельвинов. Так, ну давайте, вот я вставил данную лампу. Посмотрим, как она светит. Ну, на первый взгляд, неплохо. Но глазами просто яркости не хватает. То есть какие-то, во-первых, пятна здесь есть. Вот здесь. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. По низу, по центру идет полоса. Ну, давайте посмотрим, сколько яркости у нас. Синевой, светло-теневой границы, правда, нету, да. Но эта линза, по-моему, и не выдавала, я что-то уже забыл. Такс. Линза абсолютно одна и та же, которая в тестах, я ее подписал, это с Fusion оригинальная. Вот галоген выдавал 2400, да, я сказал. 2300, по-моему. Вот, видите, она хуже светит в линзе, чем галоген. Я не говорю про ксенон. Вот буквально предыдущий образец вставлял, было 4500, по-моему. 1400, 1500, 1600, все какими-то пятнами, точками. Ну, 1500 люксов поставлю этой лампе. И остался последний у нас нанотехнологичный образец кварцевых ламп. Ну, наверное, китайцам лучше это не показывать видео. Ну, смотрите, то же самое, что ваш 7-й, все, в принципе, кулер, блочок. Это все не важно. Это все абсолютно не важно. Почему? Да потому что оно ни хера не светит. Оно просто, ну, оно равномерно светит, но 600 люксов дает. Должно давать 2400 хотя бы, как галоген. Оно в 4 раза хуже светит, чем галогеновая лампа. Итак, подведем краткие итоги, скажем так. Смотрите, старые лампы, они плохо светили и в линзе, и в рефлекторе, и не было яркости, и были пятна. Новые современные лампы, они уже максимально приблизились, ну, классического типа, когда лампа и у нее с двух сторон диоды. Они приблизились по качеству неплохо, ну, там, к галогену, допустим. То есть надо подбирать все равно лампы. Это так, очень грубо сказано, скажем так. Но вот это вот то, что сегодня посмотрел, вот эти стеклянные палочки, я и предполагал, что оно не будет светить ни хера. Ну, в принципе, вы все сами видели. То есть результаты, как бы, говорят сами за себя. То есть галоген у нас ваш 4-й. Вот он. Давал 2,5. Слабые лампы N15 Navsai, они тоже 2,5 дают. Мощные лампы, как Navsai N37, дают 8200, то есть прибавка больше, чем в 3 раза. Там другие лампы тоже вот от мощности зависит. Вот классическая лампа, когда, то есть сколько мощности с диодов, то есть, ну, кардинально ничего не изменилось. То есть если лампа встает вертикально, строго проводом вниз, ну, зачастую так бывает, то тогда свет у нас максимально яркий и максимально правильный получается. Ни под каким углом в линзе, это в линзе, лампу ставить нельзя. То есть линза, она так сделана, что лампа должна только вертикально стоять. В общем, если вам понравилось видео, вот такой вот мега обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, всем пока. Скоро будет у нас еще обзорчик на D лампы Navsai, я немножко их в отдельное видео сделаю. До новых встреч, всем пока.